Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня отчетное видео. Обычно такие видео я выкладываю по понедельникам, отчет за прошедшую неделю. Но в последнее время у меня получается эти видео более длинные, и мой телефон не сохраняет, не хватает памяти, и мне приходится качество понижать, чтобы получилось сохранить видео. Мне, конечно, это не очень нравится, картинка, изображение на экране не такое четкое, и поэтому я решила видео делить на две части. Пусть будет лучше оно покороче, тем более у меня уже накопился какой-то материал, что вам показать. Я уже успела кое-что навязать, намастерить. Ну, по крайней мере, на этой неделе так будет. Я не знаю, всегда ли у меня будут готовые работы, буду ли я набирать их, чтобы вам показать. Но на данный момент у меня есть что показать. Я решила подключиться и записать это видео. Итак, я довязала носочки. Их я вам показывала в предыдущем видео. Ну вот посмотрите, так как я не искала, больше полосочек у меня не повторилось. Вот второй носок совершенно гладенький, ровненький. Не знаю, что с пряжей было, почему на первом мотке такие полоски. Вот даже такая широкая на резинке. Тут порядка 5-6 рядов. Просто однотонный серый, но больше такого мне не попалось. Отрезка пряжи. Но ничего страшного, пусть носочки будут разные. Я подарю их папе. И я думаю, он будет доволен. Тепленькие. И что хочу сказать про эту пряжу. Это пряжа Форза. Кто не смотрел мои предыдущие видео китайского производителя, я первый раз вязала из такой пряжи. Сам процесс вязания очень приятный. Ниточка пухленькая, такая она не сухая. Вязать удовольствие. И вот после ВТО также пряжа раскрылась. Пушок появился. Мягенькие на ощупь. Очень приятные. Не знаю, как они будут себя вести в процессе носки, скатаются ли. Мне кажется, на черный цвет, конечно, будет цепляться вся пыль, пушинки. Ну и как любая черная пряжа, это не относится к Форзе. Вот, так что носки у меня готовы. Это большой размер, 45-46. Я сделала высокий паглинок. Набирала 72 петли. По 18 на каждую спицу. Я вяжу на 4 спицах. Вязала, конечно, их очень долго. Мне кто-то написал в комментариях: свяжите еще одну пару, но боюсь, пока моего терпения на такую пряжу не хватит. Может быть, когда-то позже я и соберусь. У меня есть еще один моток такой пряжи. Все-таки это такая монотонная, какая-то рутинная работа, не требующая творчества, а мне все-таки хочется каких-то перемен. А здесь вяжи, все одно и то же. Ну все, я их довязала. Все, откладываем эту работу и переходим к следующей. Как вы знаете, сейчас у меня сезон воротничков, и я связала вчера буквально за вечер, наверное, за пару часов. Вот не могу засекать время, потому что, конечно же, телефон рядом отвлекает, то одно сообщение, то другое, хочется какое-то видео посмотреть. А если смотришь какой-то рукодельный канал, там девочки что-то рассказывают, что-то показывают, сразу лезешь на Wildberries, смотришь, сколько это стоит, нужно ли мне оно это. И, конечно, это очень сильно забирает времени много, и поэтому надо, конечно, телефон откладывать подальше, когда вяжешь что-то, тебе нужно быстро связать. Ну, тебе так, как полезный совет, чтобы рядом телефона не было. Вот, связала. Ну, быстро воротничок этот вяжется. Видео есть на моем канале. Ну, как откладывать, когда я вяжу по своему же видео. Ряд посмотрела, вяжу и включаю другое видео другой рукодельницы. Вот пришила такую красивую пуговицу. Заказчику нужно было 48 сантиметров по внутреннему краю. Я вроде бы измеряла и натягивала, но все равно поставила на блокировку и потом измерила уже после блокировки. Получилось 50 сантиметров. Но я думаю, это не критично, 2 сантиметра. Все-таки 48 это очень маленький воротничок. Он прям под совсем здесь под шейку, под горлышко, коротенький. В 50, мне кажется, лучше даже смотрится. Но опять у всех же разный обхват шеи. Кому-то подлиннее нравится, пошире воротнички. Опять же, смотря какой разрез платья. Но 50 и 48 это небольшая разница. Я его и так уменьшила. Сделала намного меньше звеньев в первоначальной цепочке, чем в видео. Вот. Или у меня плотность вязания изменилась. Я не знаю, этот воротничок я вязала давно на видео, которое записывала. А вот этот уже
Ну и по ширине он получился другой, я уже не помню, блокировала я тот воротник, этот я ставила на блокировку. И в ширину он у меня получился 10 сантиметров. Вязала из ниток от Пехорки детский хлопок. Крючок использовала 1,95, как видео. Вот. Очень приятный цвет, называется светло-бежевый, но у него такой розоватый легкий оттенок, как пудра. Очень красивый воротник. Ссылку на этот воротничок я оставлю в описании, можете перейти и также вместе со мной связать такой очаровательный воротничок. Все, один воротник у меня уже готов к новому заказу. А сейчас хочу показать, какие воротники я сейчас буду упаковывать и понесу на почту. Вот эти воротнички. Этот воротник я вам показывала. Мы выбрали вот такой молочного цвета, светло-бежевый. Вот этот третий, это все в один заказ. И вот такой воротничок у меня был в наличии. Его я, конечно, вязать уже не буду, скорее всего. Он такой большой. Он у меня без застежки, без пуговицы, без завязок. Мне кажется, он такой нарядный, и его украсит какая-то брошечка. Вот, я думаю, у каждой женщины найдется какая-то любимая брошка. Маленькая тут нужна. Может быть, большая, как камелия. Ну, кому какие больше нравятся. Очень нарядный воротничок, белоснежный. Его я, кажется, вязала из ниток Дэнди. Вот я вижу. Да, это не Пехорка ажурная. Дэнди, наверное. Хороший воротник. Популярная схема. Она есть у меня в группе ВКонтакте. Так, сейчас я их упакую. И как же упаковать я решила. У меня есть вот такой шильдик с наилучшими пожеланиями. Мне кажется, ромашки прям очень к воротничкам подходят. Сейчас я прикреплю. И я обычно вкладываю открытку и подбирала открытку, какую же мне положить в этот заказ. И в своих закромах я нашла вот такую прикольную открыточку. Посмотрите, вроде бы с 8 марта не подойдет. Еще 8 марта не скоро, ни с днем рождения, ни с Новым годом. Там, ну, поздравляю. С чем поздравляю? Это же заказ. И вот такая, посмотрите, как модница. Да, она, конечно, очень детская, но все мы в душе дети. И мне кажется, заказчице будет приятно такую открыточку получить. И внутри, посмотрите, какая надпись. Следить за модой успеваешь и остаешься самый стильный. Секрет, наверное, ты знаешь, как с каждым днем быть все красивей. Все в тему, прям к воротничкам очень подходит. И вот сейчас я ее буду использовать в посылочке, в упаковке.
Ну вот что у меня получилось, как упаковала воротнички. Сейчас я их еще в почтовый конверт или коробку и пойду на почту отправлять посылку. Так, на что же я еще успела навязать за эти 3 дня? Понедельник, вторник и среду. Ну, в понедельник я почти не вязала. Я там записывала видео, какие-то хозяйственные домашние дела. Вторник. Ну, по чуть-чуть вяжу. Конечно, я всегда каждый день. Сегодня четверг, я еще ничего не вязала. Единственное, что пришила пуговицу к воротнику и еще одну игрушечку собрала, которую я связала вчера вечером. Ну ладно, давайте начнем с моих любимочек. Этот процесс меня так захватил, у меня столько планов наперед. Так, давайте, вот первая, вот такая детская сумочка. Посмотрите, какая она миленькая, но это просто какое-то чудо. Вязать их быстро, я связала их буквально за 1 день. Их, сейчас покажу еще кого. Это Hello Kitty. Я пока еще не сделала пуговичку, здесь мне надо сейчас пришить пуговицу, застежку. Желтый носик, бантик, ну, чтобы было похоже на кошечку Китти. Вот. Плюшевые игрушечки. Я готовлю эти игрушки, сумочки для ярмарки. Но, может быть, кому-то из вас они также понравятся, и вы захотите приобрести такие сумочки. Продавать я их буду по 950 рублей, наверное, потому что уходит почти моток пряжи, ну и много с ними все равно хлопот и времени. Так, вот такая сумочка. Далее. Я даже не знаю, кто это, ежик или лама. Напишите в комментариях, кого больше напоминает вам этот зверек. Но такой он миленький. Вот на длинных ручках. Ручку я тут укрепляю хлопковой нитью, чтобы не растягивалась и служила дольше. Вот этот пушок такой приятный на ощупь. Он служит как клапан. Вот у сумочки. Здесь даже застежку никакой делать не буду. Раз, все накрыли, и ничего уже не высыпется. Глазки на безопасном креплении, и изнутри я их просто подпаливаю. Они там ничего, ни ручку не поцарапают, они там незаметны внутри. Они у меня без подкладочки. Но они и так плотненькие. Вот такой носик пришивной. Этот мордочка, это также хлопковая пряжа. И на ушках также вывязываю вот серединку хлопковой пряжи, как бельевая веревка. Вот. Он такой, он хорошенький, но не могу. Ежик все-таки, наверное. Или лама. Напишите, пожалуйста. Так, это вторая сумочка. Далее. Вот такой медвежонок. Идею этого мишки я подсмотрела на Пинтересте. Вот. Тоже приходится с ним повозиться. Вот эти очки я вырезала из пластика, они плотные, потом обвязывала их Ярнард джинс, мордочка, немножечко тут объемная, носик вышитый, ушки двойные. И здесь я сделала пуговичку, застежку, видите, и вот на котике мне надо также сделать. Давайте сразу расскажу вам размер этих сумочек. Вот в ширину они 17 сантиметров, в высоту 15. Разработала схему, все записала. Первую сумочку я вязала вот эту. Конечно, мне тут пришлось помудрить, что-то подраспустила, чтобы все было ровненько, и форма, и объем нужно все равно, чтобы был. Вторую сумку я уже все поточнее рассчитала, уже поняла, сколько петель мне нужно вокруг сумочки сделать. Вязала крючком 3,5 миллиметра. И третью, четвертую совсем быстро-быстро связала, уже по записям, уже тут все просто. Так, вот такая сумочка, это третья. И далее. Ой, я не могу. Так, давайте. Как выпрыгну. Опа. Ой, лягушка-попрыгушка. Посмотрите, какая она прикольная, веселая. И застежечку здесь я сделала вот такой бантик и петелька. Бантик высовывается. Мне кажется, детям даже, наверное, так проще всего будет. Вот. И все. Такая застежка. Бантик просовываем в петлю. Сумочка закрыта.
Все это из плюшевой пряжи в 100 граммах 120 метров. Классическая такая длина. Язычок. Я его пока там привязала, не знаю, понравится покупателю язычок. Мне кажется, прикольно, можно его отвязать. Ну, а если понравится, я там тогда кончики спрячу, чтобы уже понадежнее было. Щечки вот такого нежно-персикового цвета. Это Yarn Art Baby Cotton, по-моему, так называется пряжа. Тоже вязать быстро все, но опять же требует времени. Пришить, вывязать. Вот этот ротик я вышивала. И глазки вот такие также двойные на безопасном креплении. Прикольная лягушечка, квакушечка. Но размеры у всех сумочек одинаковые. Вот такие 4 сумки. Вот чем я занималась эти 2 дня. Ну просто это какая-то такая милота. Мне прям очень, я отдохнула душой и телом. Все равно вот воротнички вязать приятно, но хочется как-то сменять деятельность. И вот меняю свои процессы. То воротничок повяжу, то носочки, то что-то из плюшечки. Ну, конечно, когда вяжем игрушки из плюшевой пряжи, это вот этот, как сказать, пушок везде летает. И, ну, это уже процесс такой. Воротничок взял, моточек пряжи, тоненький крючочек, вяжи и вяжи. Но игрушки тут уже все, процесс идет. Дом трам-тарарам. По крайней мере, у меня так. Вот такие сумочки. Вдруг кому-то понравились, приглянулись такие, пишите, я вам с удовольствием свяжу. У меня в проекте еще связать зайчика. Зайчик, наверное, тоже у меня будет в очках. Хотела связать цыпленка. Я уже сделала какие-то прям зарисовочки. Я уже, когда вяжешь, в голове же куча проектов наперед. И чтобы не забыть, я прям себе картиночку, как должна выглядеть мордочка того или иного персонажа. Зарисовываю. Вот, так что пишите, может быть, вам какой-то нужен зверек, и я свяжу вам такие сумочки. Так, длину ручки, ну я, конечно же, могу сделать любую длину, но у меня сейчас сразу давайте померяем. Я знаю, что я набирала 125 петель, а вот длину-то я не померила. Так, давайте скажу. Так. Вот 76 сантиметров ручка. Ну вот у лягушки. Но они примерно плюс-минус все одинаковые. По-моему, на котике я сделала на 5 петель больше, чтобы подлиннее было. Может быть, даже девочки-подростки будут покупать. Ну или маленьким девочкам. Я не знаю, кому такие сумочки понравятся. Но мне прям интересно. На ярмарке будут обращать на них внимание или нет. Но у меня еще другой мишка в проекте, но я там очень много себе понапридумывала, и пряжи у меня плюшевой в запасах также много. Вот хочу извязать немножечко пряжу плюшевую из своих запасов, ее в дело пустить. Так, вот такие сумочки. Мне они очень нравятся. Вот сама смотрю на них. Мужу говорю, ну как тебе? Он говорит, да вообще супер класс, как так? Я говорю, ну вот так что-то мне захотелось повязать сумки. Я даже не знаю, с чего мне такая идея пришла. Вот этот вообще, ну такой миленький, ну вообще, ну просто прелесть. Ну представьте, какая красота. Вот девочка идет с такой сумкой. Туда же можно там носовой платочек или там салфеточки, там, ну что-то ключики. Ну детям не дают ключики, но все равно какую-то конфетку положить. Брелочек, как, ну что там мы носим, я не знаю, в сумочках малышам. Заколочки там какие-то, резиночки, маленькую расчесочку положить. Ну, прелесть. Вот такие. А вот это тоже, ну такой он, прям какой-то профессор кислых щей. Вот. Ну и вчера также связала воротничок вечером, который я вам показывала, розовенький, и мне захотелось также связать какую-то игрушечку, но уже не из плюшевой пряжи, уже плюшевую мне не хотелось снова разводить. И связала вот такую курочку, маленькую курочку рябу. Вот вышел ей такие рябушки. Ну, посмотрите, какая она малюсенькая, прикольно. Не знаю, как брелочек ее, или просто как вот на столе на Пасху поставить. Я буду вязать много таких курочек, вязать их очень быстро. Связана она у меня из полушерстяной пряжи. Вот клювик и гребешок — это носочная пряжа. Я все остаточки носочной пряжи собираю, и у меня буквально там по 50, по 60 сантиметров. Я вот все вдела, вот как раз, видите, вот пригодилось. Вот вышила крапинки, эти рябушки, хвостик, крылышки, все пришила. Вроде бы маленькая, а все равно с ней, конечно же, приходится
Вот это, видите, как тоже вот красиво шейка здесь сделан. Ну, прелесть, прелестная. Красота. Мне кажется, к Пасхе они прям в тему будут. И я нашла в своих также запасах вот такие колечки. Я их крутила из ивовой веточки. У меня их много. Вот, ну, такие вот колечки, но я их делала, видите, даже в форме яичка. Также я их делала для пасхального декора, но там для другого немножечко. Просто делала пасхальные веночки, украшала. Вот такие веточки там привязывала раньше. И подвешивала фетровую птичку. Но это все мы делали с подругой для благотворительной ярмарки. Вот. И сейчас я смотрю, как хорошо вот эти колечки. Так, тут мусор сыпется. Ну, это, конечно, они великоваты, но вот и на фотографии, по которой я вязала мастер-класс эту курочку, там также она сидит как бы в гнездышке, там как травка. Вот мне надо сделать маленькие такие колечки, накрутить, подставочки, потому что курочка, конечно, она не держит, не стоит на столе, видите, она заваливается, донышко у нее. Или вот можно немножечко вот так утяжечку сделать вот сюда, чтобы она стояла, да, можно утяжку сделать, чтобы она не кувыркалась так. И также как экспозиция будет, вот эту веточку можно также разделить, вот отрезать одну. И вот на столе вот так также в корзиночку с яичками положить эту курочку, ну, такой веночек украсить, вот пасхальный декор такой сделать. Да? Как вам такая курочка? Пишите в комментариях. Ну, хорошенько, мне она понравилась. Буду вязать в разных цветах. У меня много остатков разной пряжи. И вот навяжу таких курочек. Ну, вот такие работы у меня, что я успела повязать. Жду ваших комментариев насчет сумочек. Какая вам больше понравилась? Вообще, понравились вам такие сумочки или нет? Ой, не могу. Красота. Видео выходит раньше времени. Видите, сегодня четверг. Я еще сегодня вообще ничего не вязала. Сейчас схожу на почту. Нужно что-то по хозяйству также по дому. И вечером сяду, что-то опять буду творить. Но, скорее всего, это будут воротники, потому что заказчики мои ждут. И сколько раз я уже убеждалась, что когда вяжешь на заказ, это, конечно, совсем другая история. Вот я вязала вот эти игрушки, это, конечно, отдых, меня никто не торопит, я расслабляюсь, у меня тут фантазия какая-то включается. А воротнички — это уже, конечно, труд, который обязывает, уже надо ускоряться, вязать. Вот. И еще хочу сказать своим заказчикам, кто получает мои посылочки. В основном все, конечно, отписываются. Все, спасибо, получила. Да, моя душа, все спокойно. Спасибо большое, что написали. Я не волнуюсь, что все, заказ отправлен, получен. Но бывают такие моменты, случаи у меня, что заказчик, наверное, получил. Я не знаю, я не могу отслеживать все посылки. Вы меня поймите, я отправляю игрушки, воротнички, салфетки, кольца для ловцов снов, пряжу. Переписка у меня идет и в Телеграме, и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и в Инстаграм. Поэтому я не могу все отследить. Это мне нужно какой-то журнал вести, чтобы писать фамилии, где была переписка, все эти трек-номера почтовых отправлений. Я не могу отслеживать. И одно я хотела посмотреть, мне просто очень волновало. Заказ там, ну, ВКонтакте эта страница заблокирована. Вот, и я не знаю, получилось, но, скорее всего, получил. Я думаю, если бы не было, то мне, наверное, что-то написали, где посылка. Вот. И еще один заказ также я отправила, и ни ответа, ни привета. Конечно, это мне... Ну, может быть, человек опять получил, задумался, забыл написать, а может быть, моей также затерялась переписка. Ну, я, конечно, не обижаюсь, но я переживаю, когда нету отклика на полученную посылку. Вот, так что, по возможности, пожалуйста, всегда мне... Отписывайтесь, когда вы получили. Так, на этом буду с вами прощаться. Я надеюсь, видео получилось коротким, еще не знаю, на сколько минут я наговорила. Не знаю, будет у меня показать вам, что в понедельник не будет.
что я успею навязать, но хочу все-таки продолжать эту традицию, выкладывать свои отчетные видео по понедельникам. Это у меня видео получилось внеочередное. Все, спасибо всем за просмотр, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я вас вдохновила на какие-то новые идеи. Всего вам самого доброго, вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!